Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, чего мы давненько с вами уже ждем. Много времени прошло, и наконец-таки война закончится через неделю, та самая Вторая Торговецкая война. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а СМИ контент. Поехали! Давайте начнем немножечко издалека. Супероружие Protoss Wave, которое строится в системе HIP 22460, может уничтожить всех торгоидов в галактике одним залпом. Такое было написано в Галнете, да. В чем прикол? Целый месяц мы возим те самые артефакты стражей для того, чтобы запитать данное супероружие, которое будет построено на той самой планете HIP 22460 10B, на которой у нас нет, так сказать, допуска на посадку. Прикол еще в том, что данное супероружие будет подключаться к наземной базе торгоидов. Но, блин, то, что мы возили месяц, это, конечно, фронтиры, спасибо вам большое. И что будет дальше, непонятно. Может быть, еще какой-то саботаж будет у нас связан с противодействием Salvation со стороны игроков. Либо из серии что-то еще они придумают. Давайте-ка почитаем Галнет. Что у нас тут написано? Последний этап кампании Азимут по сбору артефактов стражи 19 июля, то есть закончится это все 26 числа во вторник. Но это еще не все. Сообщение от 21 числа. Работа над Protoss Wave близится к завершению. И тут что у нас написано? Это Salvation. Ключевой механизм Protoss Wave будет полностью собран ровно через неделю. Затем мы приступим к закреплению этого супероружия на поверхности HIP 22460 10B по разработанной мной схеме. Интересно, это будет ежечасно сделано? Либо еще на неделю, а то и две они будут тянуть. Фронтиры, конечно, умеют хорошо в сюжеты в многоходовочку, но они, как по мне, искусственно растягивают все это дело до невозможного. Как бы есть еще и такая новость от 14 июля. Salvation сообщил мне, что потребуется еще около 2 недель, чтобы привести оружие в полную готовность. А теперь нам говорят в предыдущем новостном выпуске то, что еще нужно все это дело будет устанавливать на планете. Ну, блин, искусственно растягивают. Как бы вот те самые две цели сообщества, которые сейчас у нас идут. Сбор артефактов стражей уже так нормально продвинулись, но я думаю, люди будут заводить еще меньше, нежели завозили на предыдущих, потому что за месяц это всех уже достало. И за каждый такой заход, цель сообщества, нам дают окраску. Просто ужас. Далее. Защита проекта Protoss Wave. Это уже получается второй этап и финальный. Как и ожидалось, активность торгоидов в системе HIP 22460 значительно увеличилась. Если в момент активации Protoss Wave в зоне поражения будет находиться большая часть их кораблей, потери после применения оружия будут достаточными, чтобы навсегда изгнать иных из обитаемой части галактики. Но в сообщении от 30 июня, где вот Salvation готовится к финальной битве с торгоидами, написано следующее. Это Salvation. Строительство Protoss Wave официально началось. Эта версия моего антиинопланетного супероружия создана для того, чтобы принести человечеству окончательную победу над нашим врагом. HIP 22460 станет последним полем боя в войне с торгоидами. Мы считаем, что технологии стражей, которые используются в Protoss Wave, вновь привлекут торгоидов, как и предыдущие виды супероружия. Но на этот раз мы искореним их угрозу не только в системе, но и по всей галактике. А вот до этого нам говорилось по поводу зоны поражения данного оружия какие-то несостыковочки. 18 июля дебаты о ксеноциде. Новейшее супероружие Salvation создано для привлечения и последующего уничтожения представителей биологического вида, который мы назвали торгоид. В случае успеха оружие полностью ликвидирует их в центральных системах, а там нам говорилось про галактику. Что-то не то. Ну и дальше там идет речь о целесообразности этого, имеем ли мы на это право моральное и прочее, прочее, прочее. Так что у нас получается, когда закончится та самая Вторая Торговецкая война, и когда торгоиды будут просто выгнаны из галактики, либо уничтожены полностью в галактике, теперь только в центральных системах, короче, когда? 28 числа у нас заканчивается второй этап защиты Protoss Wave, где мы уничтожаем таргов, чтобы все это дело построилось на планете 10B.
Я думал, тогда это и закончится, и сразу оружие будет введено в эксплуатацию. Но нет, еще нужно будет его там куда-то подвинуть, наверное, откалибровать и так далее. В общем, либо через неделю 28-го, либо через, получается, 2 недели. Либо фронтиры еще что-нибудь придумают, чтобы искусственно растянуть сюжет и контент. И ввести нам еще много различных целей сообщества. Как-то так. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, потому что я думал, что все будет гораздо быстрее, и нам не придется возить целый месяц артефакты стражей. Поскольку Protoss Wave, типа Wave волна, будем ждать волну, и в одном из видосов, где я строил различные теории по поводу того, как будет работать супероружие и что вообще будет, когда его запустят, показывал фрагмент из одного из своих видео, где я активировал наземную базу Таргоида с помощью таргоидских приколов и с добавлением одной штучки от стражей. И там действительно шла такая неслабая волна от этого. А если подключить гигантское сооружение под названием супероружие Protoss Wave к наземной базе Таргоидов, то это будет действительно грандиозно. И к чему приведет данная волна? К уничтожению всех Таргоидов, к пробуждению стражей, может быть, или их механизмов, или их искусственного интеллекта, но об этом потом еще поговорим. Либо таргоидские наземные базы окажутся не наземными базами и взлетят. В общем, вариантов развития довольно много. Но, к сожалению, скорее всего, все эти варианты, все эти полномасштабные боевые действия будут написаны только лишь в Галнете. Но, может быть, фронтиры исправятся. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 7 сотен видео по данной игре я для вас отснял, друзья. И со временем, конечно, видосов будет больше. Главное, чтобы фронтиры делали новый контент, потому что уже много чего, в принципе, отснято. Также будут ссылочки на плейлисты по данной игре, включая там обзоры кораблей, топ кораблей, материалы, данные, торговые, стражи, новый плейлист еще по лору и сюжету в Elite Dangerous, там в сумме 20-25 плейлистов, что-то такое. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. А по идее будет целых 3. Или это уже будет в субботу. В общем, видео выходит в пятницу. Утром или в обед. До встречи.